Добро пожаловать на мой рукодельный канал. С вами Любовь. Сегодня буду шить наволочку с ушками на молнии. Такая застежка поможет надежно зафиксировать подушку внутри. В предыдущем видео я шила наволочку на пуговицах. Ссылку на видео оставлю вверху. Начну с расчетов. Для основы возьму наволочку 70 на 70 см с шириной ушек 3 см. Сначала переднее полотно. Ширина 70 см. Длину буду рассчитывать. Для обработки срезов достаточно будет 1 см. Дальше ушки 3 см. Переднее полотно. Сразу намечу центр. 70 см. На нем будет декор. Для него добавлю 2 раза по 2 см. Ушки 3 см. На обработку срезов 1 см. Суммирую все значения и получу длину 82 см. По ширине добавлю только припуски на швы по 1 см с каждой стороны. Ширина получается 72 см. Заднее полотно. Начну с длины. Для обработки срезов 1 см. Ушки 3 см. Заднее полотно 70 см. Ушки 3 см и на срезы тоже 1 см. Здесь все просто. Теперь ширина. С каждой стороны добавлю на ушки 2 раза по 3 см. Получится 6 см с одной стороны и 6 см с другой стороны. Припуски на швы по 1 см с каждой стороны. Прибавка на молнию. Молния будет с клапаном. Беру 4 см. Если клапан нужен побольше, берите 5-6 см. Заднее полотно 70 см. Рассчитаю длину заготовки для заднего полотна. Получается 78 см. Ширина заготовки 88 см. На каждой наволочке есть бирочка, и там указан размер. Но перед пошивом наволочки рекомендую замерить подушку. Все дело в том, что со временем наполнитель сбивается и подушка теряет объем. Чтобы наволочка хорошо сидела, лучше сделать замер. Это не займет много времени. Вырезаю 2 заготовки по этим размерам. Собирать наволочку буду по ширине, чтобы выделить декор на переднем полотне. Подготовила 2 отреза. Один 82 на 72 см, второй 78 на 88 см. Эта наволочка будет в комплекте с этим пододеяльником. И чтобы ее привязать по цвету, добавлю на переднее полотно полоски оранжевого цвета. Заготовка у меня сшита из 2 кусков. Припуски сделала на лицевую сторону, чтобы изнанка была чистая. Разметила место для декора. Первая полоса будет сшиваться на месте шва. Отступила от него 1 см. А вторую разметила через 12 см. Складываю ткань по разметке и приутюживаю. Прикладываю полосу на расстоянии 1 см от заутюженной линии. Делаю складку шириной 1 см и накрываю срез полосы. Вторую полосу прикладываю к шву стачивания. Делаю складку и огибаю срез полосы. Проложила строчки и приутюжила. Все срезы закрыты, с изнанки тоже все аккуратно. Вот так с помощью декора можно сделать соединение тканей незаметным. Подравниваю срезы. Переднее полотно готово. Перехожу к заднему полотну. Работать буду с длиной. Она у меня 78 см. Молния будет вшита по длине, так удобнее надевать наволочку. Вспоминаем разметку. Припуск на швы 1 см, ушки 6 см и прибавляю расстояние от низа наволочки, на котором будет расположена молния. Я добавлю 5 см. Откладываю 12 см от края и провожу линию. Разрезаю. Молнию можно вшить в любом месте. Я вшиваю внизу, чтобы можно было пользоваться обеими сторонами подушки. Между ними вставлю молнию. Молния у меня рулонная, номер 3, самый маленький размер.
Длина молнии равна длине наволочки 70 см плюс 2 см на обработку края. Из полоски шириной чуть больше молнии отрезаю две заготовки по 5 см. Это ширина ушек 3 см плюс 2 см на припуске. Прикладываю их по краям молнии и прокладываю строчку. Длину полосок можно сделать с запасом, потом срезать лишнее. Пришила полоски, срезы обработала зигзагом. Срезы деталей, к которым буду пришивать молнию, тоже обработала при помощи трикотажного шва. Кладу молнию бегунком кверху. Беру отрезанную деталь 12 см и прикладываю к нижнему краю лицевой стороной вниз. Прокладываю строчку. Пришила. Отворачиваю и по лицевой стороне прокладываю строчку. Одна сторона молнии готова. Отделочная строчка попала точно в шов стачивания. Благодаря вставкам на молнии ушки будут полностью из ткани. Теперь вторая часть полотна. У меня не хватало ткани, и я добавила другую. Так бывает. Планировала наволочку 50 на 70, а в итоге шью 70 на 70. Складываю лицом к лицу, совмещаю с краем молнии и прокладываю строчку. Пришила вторую сторону молнии. Отгибаю. Из верхнего полотна формирую клапан, который закроет молнию. Закладываю складку 2 см. На клапан я оставляла 4 см. Фиксирую зажимом. Клапан полностью закрывает молнию. Сколола булавками и приутюжила. Проверяю, чтобы было все ровно. С обратной стороны в шов втачивания верхнего края молнии прокладываю строчку. Шов проложила. Можно снять булавки. Молния готова. Хочу обратить внимание, припуски на втачивание молнии я не добавляла, потому что ширина молнии их компенсирует. Для удобства края клапана можно закрепить строчкой. Заднее полотно кладу молнией вниз. Сверху кладу переднее полотно, чтобы полосы декора были вертикальные. Складываю лицом к лицу, совмещаю срезы, прокладываю строчку. Совмещаю верхние срезы и тоже прокладываю строчку. Соединила срезы при помощи трикотажного шва сразу с обработкой края. Припуски заутюжила в сторону задней панели. В комментариях к предыдущему видео меня спрашивали, почему я соединяю детали с обработкой края, ведь припуски все равно будут внутри ушек. Отвечаю, ткань будет осыпаться и скапливаться в уголках. Чтобы этого избежать, я предпочитаю обрабатывать край. Формирую ушки. От шва стачивания откладываю 3 см и фиксирую булавками. Со второй стороны осталось 3 см. Их нужно просто зафиксировать. Соединяю боковые швы. Боковые швы соединила тоже с обработкой края. Припуски отогнула в сторону ушек. Высекаю уголки, выворачиваю на лицевую сторону. Выправила уголки и швы. Проутюжила с паром. Теперь займусь ушками. Вверху и внизу ориентиром будет шов, а по бокам откладываю 3 см и провожу линии. Прокладываю строчку по лицевой стороне. Строчку прокладывала не спеша, попадая шов в шов. По краям клапана для прочности поставила закрепки. Благодаря тому, что молнию удлинила тканью, ушко в этом месте не имеет жесткости и равномерно по всей длине. Покажу изнанку наволочки. Все срезы закрыты, все чисто и аккуратно. По краю ушек решила проложить декоративную строчку двойной нитью в цвет декора. Так и наволочка будет веселее, и ушки будут держать форму. Концы нитей вывела на другую сторону, завязала попарно и спрятала между слоями ткани. Этот пододеяльник мне подарили. В предыдущем видео я сшила к нему простыню-неубегайку, а сегодня сшила наволочку. Комплект готов, можно пользоваться. Финальный просмотр. Полностью под камеру подушка не помещается, покажу частично.
путем проб и ошибок решила, что ушки шириной 3 см для меня идеальный вариант. Пробовала делать шире. Они плохо держат форму, а если ткань мягкая, вообще свисают. Молния вшита у самого края, закрыта клапаном, никакого дискомфорта не будет, и подушка надежно держится внутри. Жду ваши комментарии, я их все вижу, читаю и по возможности отвечаю. А я на этом с вами прощаюсь, до встречи в новых видео.